Всем привет! Итак, начнем с последних новостей. Во-первых, наш канал достиг круглой цифры в 2000 подписчиков, что очень приятно, и большое вам спасибо, что вы с нами. Если, кстати, вы еще не подписались, то присоединяйтесь на этом канале о яхтинге. И не только. Мы переименовались также в Yacht Family, потому что канал, конечно, обретает конкретную направленность. Но мы не забываем нести такую социальную функцию, то, что мы выясняем, мы этим делимся. И вот в начале октября мои девчонки съездили в Варшаву для подачи на ВНЖ Польши. Об этом сегодня и будет разговор. Подготавливаясь к этому вопросу, мы изучали различные варианты легализации в Европе. И так как девочки мои получали гуманитарный вид на жительство, наконец-таки власти Польши открыли для белорусов такую возможность, как получение упрощенного гуманитарного ВНЖ. Забегая вперед, мы поговорим о гуманитарном ВНЖ и не только. На канале есть прямой эфир о разговоре о яхтенном рынке. Там я упоминал о вариантах легализации в Греции. В видео-беседе с моим испанским коллегой он рассказывал о вариантах по Испании. Ну и, конечно, на канале есть видео о том, как мы ездили в Бухарест и подавали на румынское гражданство. Как и с любыми другими странами, информации было много, она противоречивая, разная. И тут еще оказалось, что в Польше работает такая схема, как если ты прессуешь и ссылаешься на всякие законодательные акты, то ты можешь оказаться значительно более правым, чем тот же сотрудник этого ужона. Поэтому даже при очень небольшом количестве документов, в котором есть в частности анкета, было решено не рисковать, так и надо было лететь на подачу и заполнять через юридическую фирму. И вот сейчас, когда Настя ездила, она в офисе поспрашивала ребят о том, какие есть нюансы и так далее, и они подтвердили нам, собственно, наше предположение, что буквально будет какая-то ошибка, вас просто, могут дать исправить, а могут и завернуть, и придется перезаписываться. А с записью там целая канитель оказалась, куча посредников, понятно, они все это выкупают, и записаться простому смертному нужно просто невероятное везение, и чаще всего говорят, что это практически невозможно, особенно в больших городах, таким как Варшава. Все это относится к любой процедуре в Польше не граждан или людей, не знающих польский язык, не разбирающихся в их законах и нюансах. В общем, как и с Румынией, мы пошли по проверенному пути, начали искать ребят, кто нам поможет, и тут, конечно же, началась первая канитель. Люди очень отыгрывают на страхах других людей, на этой неизвестности, и нам забрасывали за получение этого ВНЖ и 2000 евро, что, собственно, сравнимо там с румынским гражданством за 3, да? Так, в среднем общее предложение было 1000-1500, и соль заключалась в том, что услуга новая, и никто не знал, какие документы, точнее, список был известен, но все знают, что дозапрашивают разные другие документы, и многие компании укомплектовывали ненужными документами этот запрос, в связи с чем стоимость росла. И вот вы начинаете говорить за 1500, а у вас уже и 2500 злотых. Как я уже сказал, возможность новая, и в связи с этим в разных чатах бытуют всевозможные иллюзии на эту тему. Итак, вернемся к гуманитарному виду на жительство для белорусов, имеющих гуманитарную визу польскую национальную. Все, что необходимо сделать, это заполнить анкету. При этом анкета заполняется совершенно не в полном виде, там минимально, в общем, данные, которые необходимы. Плюс паспорт, собственно, с этой визой. Ах да, и фотографии. Кстати, на видео Аврора как раз таки ждет своей очереди на подачу документов. Людей очень много, а будет еще больше, потому что первая волна 24 февраля не могла подавать на документы, пока не пройдет 9 месяцев. В связи с этим все они пойдут именно сейчас. А в отличие от белорусов, которые там десятки тысяч уехали, украинцев просто сотни тысяч. Поэтому здесь, конечно же, будут сложности. К счастью, в одном из каналов нам была порекомендована компания, которая нормально оценивает свои услуги, и имеет в этом опыт и понимает, что нужно делать. Стоит это 700 злотых на данный момент. Настя заполнила только базовую часть анкеты, все это выслала ребятам. Ребята проверили перевод, дозаполнили. Все сделали правильно, красиво, записали нас на подачу,
Значит, мы приехали к ним в офис, подписали документ, на подаче сопровождал нас человек, поэтому в этом, конечно, ну, молодцы, никаких вопросов, да и стоимость была самая адекватная. Конечно, не менее приятно, что это также были наши соплеменники из Беларуси, которые уехали и вот начали, пройдя все пути вот собственной легализации, начали помогать другим людям в этом вопросе. Поэтому, ребят, мы безусловно рекомендуем. Контакты оставлю я под этим видео. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам. Всегда рады помочь. Ну, а на самом деле, лучше сразу им. Они также были с нами на связи очень быстро и консультировали профессионально. Давайте пройдемся по самым распространенным мифам, связанным с этим видом на жительство гуманитарным. Во-первых, что необходим договор аренды. Именно договор в том месте, где ты собираешься подавать. На самом деле этого не требуется, достаточно просто адрес. Что необходима именно польская страховка. Нужна любая страховка, либо ее в целом может и не быть. В этом пункте может быть прочерк. Но желательно, чтобы она была. И в целом, если вы получали, опять же, гуманитарный визу, то вы делали страховку, которая действует весь срок пребывания, а следовательно она у вас будет действующей, и вы ее туда вписываете. Третье – это работа. Никаких работ не требуется, не нужно где-то было работать или где жить. В-четвертых, что необходимо находиться на территории Польши. В целом, если у вас виза закончилась, то вы действительно будете, и хотелось бы, чтобы вы находились на территории Польши, потому что вам поставят печать в паспорт, которая позволяет вам находиться легально с момента подачи, находиться именно в Польше. Но если у вас есть еще эта действующая виза, вы можете жить где вам нравится, и как было сказано в законе, что на момент подачи человек, находящийся в Польше, белорус, с этой визой имеет право на ее получение. Вот такие моменты. Также была информация о том, что возможно ограничат выезд в Белоруссию с этой картой. На самом деле такого закона еще не принято, но возможно допускают, что такое может быть. Либо там количеством ограничит, либо там по каким-то моментам надо выезжать. Ну, как бы это считается нелогично. Но на самом деле я не стану пересказывать всю беседу. Когда мы были, мы попросили записать. Ребята, единственное, что отказались, чтобы их показывали в ролике, поэтому продолжается красивый видеоряд с Варшавы, Вены. И мы можем послушать те детали, которые нам удалось выяснить при беседе. Сотрудники Ужинта, кстати, очень лояльно относятся к тому, когда вносятся поправки, особенно по гуманитарным картам. Вот. Это хорошо считается, Очень да? хорошо, потому что, например, когда приходит сам человек без... Как на русском? Боже. Без сопровождения? Вот это, в смысле, Да, без полномочника, без представителя. Вот, когда он приходит без него, например, подаваться, и у него много ошибок во внеске, инспектор может начать нервничать, типа, да почему вы тут не писали, а почему здесь, а почему то? Приходит человек с гуманитарной картой, там, если особенно девушка, он такой: пишите, пожалуйста, вот здесь вот аккуратненько, вот все так максимально, знаете, как шелковый становится. Гуманитарная виза здесь, когда отношение другое сразу. Да. Наконец-то они стали делить белорусов и украинцев. А когда не делили, плохо было? Мы были все одно и то же. Русские, белорусы, украинцы, это все мы были русскими, либо все мы были украинцами. Ну, в смысле, хорошо, почему? Потому что они сейчас украинцы считают как беженцы, что они вообще приезжают, или... Ну, по факту, да. И, например, когда сейчас такая ситуация, белорусы бегут из Беларуси, ну, не потому что у нас война, а потому что у нас тяжело находиться в стране даже морально. И мы можем приехать, нам еще сделали класс, гуманитарную карту, все легко, мы можем податься. Приезжают украинцы, они уже как беженцы, им дают статус УКР. Они не могут податься на карты, потому что в течение 9 месяцев им запретили это делать. Только спустя 9 месяцев, как они были невыездными, либо там приложение есть ДПЛ, там они должны были отмечать это все, только потом они могут подать. А почему? Что стали много подаваться? Нет, для беженцев другие условия. Ну, им сейчас продлили до конца 2024 года легальное пребывание. Белорусам вообще не хотят выдавать нормальные туристические визы. Только если бы у меня был постоянный вид на жительство, я бы смогла их пригласить по гостевой визе. На постоянный вид на жительство могут податься только те, у кого есть либо карта поляка, либо польские корни. Я поздно узнала о всем, как это устроено,
По старым законам я бы еще могла податься, у меня прабабушка. Мгм. Тогда достаточно было одного прабабушки или одной прадедушки, а сейчас требуют одно и второе. И когда вы выйдете с ужонда, вот децизия, придет сообщение сразу, что Мгм. вы уже подались. Ну и ту же самую информацию вам выдадут такое в листике. И, собственно, и когда будет уже приходить известие о том, что ваше дело готово, здравствуйте, можете приехать забрать Мгм. свою карту. Они будут приходить на ваш личный кабинет на сайте Inpool, мы его создали. Мгм. Там мы прослеживаем статус дела. Там каждые 3 дня мы проверяем, когда приходят какие-то изменения. Когда мы видим, что ага, у вас уже там известно, пришло вызвание о том, чтобы прийти забрать карту, мы вас информируем, вы приезжаете, мы с вами едем ее забирать. Как правило, вызвание там дается в течение 7 дней, могут и пригласить в течение 12 приехать и забрать карту. И это обязательно ваше присутствие. Просто мы, как ваши представители, не можем пойти с документом «Здравствуйте, мы заберем». А если через доверенность какую-то сделать? Нет? К сожалению, так не работает. Нужно приходить лично, они ваше лицо смотрят, сверяют, отдают. Мгм. Да, как вот здесь вот еще девушка говорит, они отслеживают результаты дела, в эту стоимость входит, и всевозможные дозапросы отвечают, это они имеют право делать как бы от вашего лица. Что, ну, как бы, опять же, если вы не находитесь по месту, для вас это преимущество, ну, для нас это было большим преимуществом. Это все я ложу в файл. Завтра при себе вам иметь только паспорт. На всякий случай можете взять страховку и ваши фотографии 4. Мгм. Так, номера ваших билетов вписала. Здесь время подачи у вас в 8:35, у ребенка в 9:00. Но мы сядем вместе с вами. Что-то менялось по подаче вот за последнее время? К счастью, С того нет. момента. Как появились эти карты, не вносились требования донести какой-то документ. То есть, как изначально была только анкета заполненная, Мгм. ваши паспорта, фотографии, так ничего, ну, ксерокопии паспорта, больше ничего не добавлялось. Но есть такие вообще моменты, что запрашивают? Тех, кого вы раньше подавали? Или Нет, тишина? нет. По гуманитарному еще никому не приходили сообщения, чтобы что-то доносить. Мгм. Потому что это было бы объективно, но как-то глупо с их стороны. Они дали полный список, что нужно иметь, и это вот все. Мгм. И они не могут сказать, а принесите нам свой договор о работе или принесите нам, не знаю, какое-то сообщение, приглашение от вашего работодателя. Это не та карта, где это требуется. Так Ну, что, некоторые же фирмы просят эти все пакеты обязательно многие фирмы, на подачу. как только появилась эта карта, многие фирмы не понимали, в смысле ничего не надо, но, может быть, мы на всякий случай будем говорить всем клиентам, принесите то-то-то, Мгм. так как они сами не знали, как все устроено, они суетили своих клиентов. Мы тоже вначале думали, что в смысле ничего, но хотя бы договор аренды жилья-то нужен. Мгм. Оказалось, нет. Много раз я, когда приходила на подачу, сидит клиент, гуманитарная карта, все документы мы отдали, у нас спрашивают, какие документы вы хотите еще дополнить. Я говорю, вот у нас есть умова найму мешкания, договор аренды жилья, мы хотим его тоже отдать. И мне просто инспектор говорит, нет, спасибо, оно не нужно. Типа, я говорю, почему бы просто не додать, оно было бы только в плюс, никакого минуса. Он говорит, нет, не буду. Пакет услуг. По поводу гуманитарной карты, тут одна цена на всех. Мгм. Также полное сопровождение. Мы там даем полную отдачу, пишем «Здравствуйте», Мгм. все ваши вопросы отвечаем, бронируем дату на подачу в ужин, также вместе с вами едем, подаемся, едем, забираем документы. Если там другие основания, к примеру, тоже полное сопровождение рассматривать. Когда клиент забыл донести какой-то документ, просто в день подачи хоп, забыл, Мгм. то также пишем «Здравствуйте», мы забронировали дату, только когда доносить документы, все быстрее происходит. Мгм. Мы забронировали дату, приходите, мы с вами донесем. То есть полностью ваши проблемы тут мы решаем. И когда вы уже получаете свою карту на руки, мы такие, спасибо, наши условия выполнены. Есть минимальный пакет, но в гуманитарной карте его нет. Он есть к другим картам побыта. Он стоит 650 злотых, почти в 2 раза меньше. И он, конечно, меньше опций предлагает. То есть также проверка документов, заполнение документов. Мы предоставляем документы с нашей стороны, бронируем дату на подачу в ужин, объясняем, как, куда идти, что предоставить, что вы увидите там. Но на подачу мы не едем с клиентом, и далее он уже сам следит за состоянием своего дела. Если он выбирает такой пакет, мы все полностью выполнили со своей стороны, и, допустим, уже его дело где-то 1,5 месяца рассматривается, он, скажем, грубо говоря, в свободном плавании от нас, Мгм. и ему пришло сообщение: «Здравствуйте, донесите, пожалуйста, такой-то документ». Мгм. А он либо не увидел, либо проигнорировал, забыл.
не донес, и он получает отказ, ну, другие виды карт. Он получает отказ, и это уже на его вине. То есть с нашей стороны все выполнено, а он вот халатно отнесся. То есть бывает такое. Я когда спрашивала, очень много лишней какой-то вот информации в интернете от незнания, ну вообще очень много лишних документов требуют. Кто-то мне даже девочки знакомые, когда я спрашивала, что требуют песель, говорили. Песель, как правильно? Вот, да, что вот это все нужно, что ну еле получается, все это как бы, а в итоге все нормально, все очень просто. Можно делать, да? Да. У вас есть какая-то очередь, или вы берете всех людей, желающих, пока вот, ну, пока желающие есть? На карту. Ну да, ну вот на гуманитарную. Расскажу, вот, например, как в общем выглядит процесс вот самой регистрации. Когда уже мы с клиентом пообщались, мы проверили их документы, и наступает момент бронирования очереди. Мы бронируем документы только после того, как клиент заполнил эту анкету с информацией, его цвет глаз, рост, вот это вот все базовое. Только тогда мы уже можем забронировать дату. Дата бронируется, очень сложно ее забронировать, так как фирм в Варшаве много, которые занимаются легализацией, и быстрее всех выхватывают эти даты и занимают. И опередить таких вот подкупных сотрудников намного сложнее. У нас в фирме есть сотрудник, которому мы передаем всех клиентов, и он сидит днем и ночью, пьет свой энергетик, обновляет все страницы, видит дату, хоп, схватил. Все, мы вас записали. А И если сам, как это? Самостоятельно, сейчас в Варшаве это просто практически невозможно. Человек обычный заходит, думает, ага, я вот открыл сайт, уже внес анкету свою заполнил, сейчас как запишусь, он может, пожалуйста, хоть месяц сидеть, обновлять страницу, он ничего не возьмет. Например, в нашей фирме есть такая услуга, как мы бронируем дату. Просто бронируем дату. Просто бронируем дату. Мы не заполняем за вас документы, мы их не просматриваем. Вы просто не можете опередить те фирмы и занять себе дату, просто обращайтесь к нам. Писали, что приходят и берут какой-то талончик прямо по месту, день в день. Там немножко по-другому работает. Вы можете прийти на плац Банковый и там сразу же податься. Но вас только через 3 месяца вызовут на сдачу отпечатков пальцев. И только после этого запустится процесс Да. изготовления карт. И 3 месяца это в среднем. Иногда бывает меньше, иногда больше, но в основном больше. Также есть еще вариант подать себе через почту, не бронируя дату. Точно Я так так. хотела. Да, так точно. но вы можете до 5 месяцев ждать, пока вам ответят, что здравствуйте, придите на подачу, сдайте свои отпечатки, получите печать паспорт. Это единственная причина, по которой могут в гуманитарной карте отказать, это наличие судимости на территории Евросоюза. По поводу того, что в Беларуси все-таки пока что можно будет ездить, но что будет дальше, понятно, могут ввести ограничения на количество пересечений или по каким-то веским причинам. Неизвестно только, как белорусы на это там отреагируют по той причине, что на самой даже карте будет написано, что у вас охрана, то бишь вы под защитой, и как отреагируют погранцы, которые вдруг захотят у вас проверить этот документик, то, что вы под защитой. Уже к гумвизам относятся не очень хорошо, может, слышали, как сейчас их выдавать начали сложнее. 10% отказы по гумвизам, а в Минске перестали выдавать, выдают Брест, Барановичи вроде, еще там где-то. То бишь Минск полностью обрушен, насколько неизвестно. А в Бресте начали докапываться и просят писать развернутые причины, по какой причине человек хочет вот эту визу гуманитарную. То бишь просто так уже ее реально получить сложно. Как раньше люди получали и на закупы катались. Сейчас такого уже почти нет. Если это узнается, то там слишком жестокая мера пресечения. Говорили о штрафах, запрете на въезд и аннулировании карты. Если введут такое ограничение и узнается, что вы выехали, то, скорее всего, такие вот штучки будут применены. Но пока этого ничего нет. Забрать можно без ребенка. До 6 лет вы сами решаете за ребенка все эти вопросы. То бишь, спрашивать у них про гуманитарные основания. Мы спрашивали, мы там и у работников спрашивали, и на горячую линию звонили. Они не знают, что это. То бишь, мы спрашивали, можно ли с этим будет выезжать, они говорят, мы не знаем. Спрашивайте на пограничных пунктах, звоните туда. Мы им звоним, они говорят, ну вы подъезжайте, мы посмотрим, что у вас, и скажем. По гуманитарной визе много людей подаются? Очень много. Сейчас будет еще печальная ситуация, так как, может, слышали, граждане Украины, которые приехали уже в начало войны, после 24 февраля, им заблокировали возможность всем, даже те, кто были тут хоть 100 лет жили, выехали в Украину, вернулись, они не смогут податься на карту, пока не пройдет 9 месяцев с момента последнего пересечения границы. Так вот сейчас, в ноябре, в начале, подойдет срок вот этих вот первой волны, которая после 24-го приехала. И граждане Украины смогут подаваться на карту, а там человек будет уже не как белорусов, там десятками тысяч исчислений, а сотнями.
И поэтому, именно поэтому в Варшаве открыли новый ужин. Много вообще используют компании, подаются через компании, или большинство ходят сами на гуманитарные подаются? То есть есть смысл обращаться в фирму или можно пойти самому все сделать, там эти 3 документа заполнить? Скажу так, чтобы лишний раз не бесить работников ужонда, если человек вообще не знает польский, вот только приехал, ему срочно надо, лучше обратиться. Если человек знает польский, был тут или просто знает вот польский язык, очевидно лучше, чтобы он сам подался и все эти процессы сам прошел. Потому что, это самый простой процесс, это не по работе, это не по бизнесу, не надо столько документов собирать. Заполнить, что он так и получался. Там Все зависит еще от того, какой там работник будет у вас эти документы смотреть. Могут помочь без проблем заполнить или исправить что-то. Потому что основная причина, за что тут берутся деньги, это чтобы эти очереди кошмарные высидеть и с этими работниками поругаться, прийти. И все. Таких цен реально нет, потому что у нас сейчас уже 700 злотых, но минимальное, что есть, это 900. И в основном цены выше по 1500 злотых, это средняя такая вот цена, так скажем. У меня вот товарищ есть, он на гражданство подался, уже получил. Получил его максимально быстро, только по той причине, что каждую неделю звонил сразу в АБВ, это полиция польская, которая занимается вот этими вот делами, проверяют иностранца перед тем, как выдать ему гражданство. Звонил в ужин каждую неделю, писал им на почту официальные письма через эту скриньку почтовую свою. Вот, писал, звонил, задалбливал их, и в итоге 2 месяца и у него гражданство с момента подачи. То есть есть смысл так делать, да? Есть. Просто вот. К примеру, если сейчас говорить о украинцах, вот были такие ситуации прикольно. Раньше такого не было, чтобы из Ужонда позвонили, сказали, что у вас децизия уже там положительная, но донесите бумажку, пожалуйста. А это был гражданин Украины, дальнобойщик. Для них сейчас ускоренные там процедуры, очень быстро человеку выдали, но сказали, что, они понимают, что им нужны дальнобойщики, у них, скорее всего, там распоряжение сверху, чтобы выдавали там быстрее и всем. Вот. И человеку выдали без одного документа, попросили донести. Вот, то бишь такое есть. Отказы, конечно, у всех есть отказы, и что тут скрывать. В основном, если рассматривать, к примеру, сталый побыт, там нету перечня документов, который должен быть на сталый побыт, точно. Там написано так: доказать намерение остаться в Польше. И это может быть что угодно. Это все. То бишь, вот прям почти дословно, если так переводить. И вы можете ничего не принести, получить сталый побыт, абсолютно ничего. Есть такой у нас клиент веселый, который сам пошел, подался, сказал, что мне ваши услуги не надо, и получил. У него даже на пластике нету песеля. Он без песеля, без умовы, без договора найма жилья, без ничего. Просто вот наличие карты поляка, и он получил. А есть такие, у которых бизнес в Грузии, здесь работает B2B через инкубатор, имеет договор аренды жилья и получил отказ, потому что не доказал намерение остаться в Польше. Еще зависит от... Это же тоже человеческий фактор. Инспектор тоже человек, не робот. Он с утра проснулся и увидел, что злоты уже 5 за $1. И такой типа, все, это все из-за обцекраевцев. И сегодня у него день отказов, он всем ставит просто отказ. Я когда первый раз подавался, мои документы вообще потеряли. Все. И в отказной децизии они должны были написать. И они написали, что мне отказывают гражданину Украины. А я из Беларуси. И я такой типа, отлично, пойду разбираться. Бардак. Я уже к этому привык, уже спокойно отношусь. Но... Люди, которые, наверное, только вот приехали, они к этому, особенно из Беларуси, не будут привыкши, что тут уровень сервиса и, в принципе, всего обслуживания везде ниже на порядок, всем плевать. И вот как-то так. Им как вот сегодня, к примеру, пришел клиент, нам надо было позвонить в ужин в Воломине, это тут 50 километров отсюда, уточнить порядок регистрации автомобиля у них. Потому что у человека ПСЛ УКР без виз по факту, и, он под защитой находится. Надо было уточнить, регистрируют ли там такие машины. Мы не дозвонились. Мы дозвонились до соседского отдела, который занимается заменой водительских удостоверений. И мы попросили, позовите кого-нибудь к нам, пожалуйста. Мы уже 2 часа не можем до вас дозвониться. Они говорят, а я не могу выйти из кабинета, я тут одна работа, мне нельзя выходить. Поэтому, если не можете к ним дозвониться, сейчас я вас переключу от своего телефона на их, пшевончик какой-нибудь. И попробуйте, подождать. Прошло 5 секунд, меня сбросили. Тут 2 стороны. Первое, что да, много людей, наплыв. А второе, что низкие зарплаты у работников Ужонда. И они тут на минималке сидят, у них текучка кадров просто бешеная, поэтому...
Ну что ж, подытожим. Значит, подаваться можно, сложного там ничего нету. Не хотят ничего делать, но можно стимулировать. И это неплохо работает. Надеюсь, видео вам было полезно. Нам лично это очень сильно помогло, эта информация. Надеюсь, и вам тоже. Пишите комментарий, лайк, все как обычно. И спасибо за просмотр. До новых встреч. Аврора, что делаешь?